Привет, будущие трейдеры! Это второй урок полного курса по трейдингу. Сегодня мы поговорим о видах свечей или баров и о том, как их читать на графике. Рынок бывает трех видов. А, Лонговый, бычий, когда цена повышается, шортовый, медвежий, когда цена понижается, и боковик, который нас мало интересует, потому что диапазон движения цены очень узкий. И, скажем, 2-5% наших трейдов будут приходиться на боковик. Может быть, даже реже. Я выделяю 11 видов свечей. Первая группа состоит из 6 свечей, которые говорят о полном контроле быков или медведей. Вторая группа – это группа маленьких или средних баров, которые не требуют никакого с нашей стороны вмешательства. В их случае нам нужна какая-то дополнительная информация, то есть, например, их позиция, а, их последовательное количество, ну и так далее. Обо всем этом мы поговорим в будущих уроках. И нейтральный бар, или, как его еще называют, додж. Так, а теперь разберем их подробнее. Первые три бара говорят о полном контроле на рынке быков. Вы это уже слышали из первого урока. Теперь еще немного дополнительной информации. То есть вы знаете, что если вот этот бар 3 или в 4 раза больше предыдущих, то он является фэт-баром и нашим сигналом о входе в позицию. Если это, например, средний бар, он также говорит, что ситуация находится под полным контролем быков, и, скорее всего, он даст продолжение. Так же, как и последующие два. В чем разница второго и третьего бара от первого? Если этот бар является двухминуткой, которой мы будем чаще всего пользоваться, и мы переходим на минутный бар, то увидим следующую ситуацию. Это будет красный бар, и после него зеленый бар, который перекрывает предыдущий красный. Это относится ко второй свечке. Если зеленый бар закроется на уровне красного, то это будет третий бар. Если у этих двух баров размер фэт-бара, то эта ситуация будет называться Bull 180 или бычий разворот. Еще раз обращаю ваше внимание, что очень важна позиция на графике. Та же ситуация справедлива для шортовых свечей. То есть за исключением, что это будет сначала зеленый бар, если мы рассматриваем минутку, и вторым бар будет красный. Как только красный бар, при условии, что это фэт-бар, выбивает предыдущий бар, это будет ситуация называться BR180 или медвежий разворот. Мы будем заходить по сигналу и стоп ставить за сигнал. Опять же, в любом случае важна позиция бара. Итак, теперь следующая группа. Это размер баров от маленького до среднего. Да, они говорят нам о, например, этот бар, о контроле ситуации быков. Что здесь происходит? Бар открылся в этой точке, сходил вверх, потом цена, возможно, опустилась вниз или наоборот, и в итоге бар закрылся в этой точке. Нам нужна какая-то дополнительная информация, чтобы принять решение или наоборот никакого не принимать. Пока, если мы видим просто этот бар, то никаких действий наших не требуется. Этот бар из первого урока вы знаете, что если цена находится в нижней трети,
то контроль быки теряют. Но в любом случае, если размер маленький или средний, то мы никаких действий не предпринимаем. То же самое относится и к шортовым свечкам. Итак, теперь додж или нейтральный бар. Ситуация следующая. Бар открылся в этой точке, цена сходила вверх, цена сходила вниз, либо наоборот, и цена закрылась здесь. То есть даже исходя из того, что я только что рассказал, вы не знаете, что будет дальше происходить. Соответственно, никакого принятия решения здесь не будет, если нет никакой другой дополнительной информации. Доджи в некоторых случаях будут сигналом ко входу в трейд. Тоже обязательно поговорим об этом в будущих трейдах. И теперь, когда вы откроете график и обратите внимание на свечки, вы уже можете что-то о них сказать. Какая ситуация на рынке, что происходит, даже не владея никакой другой дополнительной информацией. Вот с этого момента трейдинг перестает быть гэмблингом. Итак, сейчас вы узнали несколько точек входа. Это Bull 180 и Bear 180. Об их позиции поговорим в будущем уроке. Так, а теперь полистаем график. Разбор этого трейда будет у меня на канале. Это свежий трейд. Так, что вы можете здесь увидеть? Здесь вы видите очень большой бар по размеру. То есть вы видите, какими маленькими были бары на закрытии. Этот бар открытия дня. Двухминутка Apple. Вы совершенно уверенно можете сказать, что это фэт-бар, шортовый. То есть, что бы вы могли сделать? Как только следующий бар выбивает его, или как только этот бар закрылся, вы можете зайти в шорт и стоп поставить за хай этого бара. Обращаю внимание, что из первого урока вы знаете, что вы можете в некоторых случаях стоп поставить в верхнюю треть этого бара, если он слишком большой, а он довольно большой для Apple. И тут вы должны были задать вопрос, а откуда я знаю, это большой бар или очень большой бар, и как мне ставить стоп? И тут мы возвращаемся к первым двум моим видео, где я говорю, что всего 10% вашей успешной торговли – это теория. Все остальное – опыт и дисциплина. Только исходя из опыта вы можете сказать, блин, это очень большой бар. Возможно, вы зайдете здесь и стоп поставите сразу за 200. И теперь вы видите разницу, вы можете увидеть разницу, что зайдя в этой точке и стоп поставив в районе 200, вы почти в 2 раза сократили свои риски и частично увеличили свой потенциальный профит. То есть это был бы ваш базовый вход, а теперь ваши риски вот такие, в половину размера этой свечи. Но если вы посмотрите в шорте этот разбор, вы будете знать, что точка входа у нас в принципе уже вот здесь. И стоп базовый будет за тенью зеленой свечи. Это сингл бар, который выбивает красный, и мы заходим. Дальше мы получаем подтверждение, что это фэт бар. И после того, как его вбивают или сразу на нем, мы можем еще и добавиться в трейд. И как только этот бар закрылся, мы стоп с этой тени можем перенести на эту тень. Также у нас есть понятие 3 пушей. Это 3 двухминутные свечи подряд на открытии. Говорят нам о том, что мы должны часть профита, ну или нашей прибыли, пофиксить. Может быть, в некоторых ситуациях нужно будет уже выйти из позиции. Итак, дальше мы получаем зеленый бар.
довольно крупный, говорит о том, что ситуация быков находится под контролем, возможно, будет какое-то продолжение. Но если вы обратите внимание, было сильное шортовое движение, и это единственный бар. Да, он дал какое-то небольшое продолжение, в итоге совсем немного. Но так как он находится в слабой позиции, в шортовом движении, то мы в лонгу даже не смотрим. Мы смотрим только на продолжение тренда. Дальше мы видим маленькие бары. 1, 2, 3, 4 подряд. Никаких решений не принимаем базово. Дальше один зелененький, тоже ничего. И довольно крепкий красный бар. Причем он выбивает лоу пивота. Об этом мы будем говорить в следующем уроке. Далее мы получаем bottom in tail бар. Тоже об этом поговорим в будущем. И он дает продолжение. Дальше мы получаем набор маленьких свечей, которые нам не говорят пока ни о чем. Но в общем плане у нас шортовый тренд довольно крепкий. Средняя скользящая двадцатка подошла. И набор маленьких свечек, после того, как маленькую свечку зеленую выбивает красная, около двадцатки, мы можем добавиться в трейд или заново в него зайти, поставив стоп за эти свечки. Либо за пивот, если он чуть выше рядом. Все, дальше крепкий шортовый бар. И он, как вы дальше видите, уже дает продолжение. То есть маленький зеленый бар ни о чем нам не говорит, это просто бар. Дальше крепкий красный, снова зеленый, снова крепкий красный. Мы продолжаем смотреть. И снова вы видите, что у нас здесь пивот, то есть здесь часть профита мы могли пофиксить уже. Дальше крепкий красный бар, он дает небольшое продолжение. Продолжение будет все реже и реже, потому что слишком много времени уже прошло на рынке, и так как это фондовый рынок, то чем дальше во времени, тем слабее становится движение. Падают объемы со временем, наступает обеденное время, и на сильные движения рассчитывать не приходится. Поэтому каждый new low, и об этом мы будем говорить дальше, мы будем стараться фиксить часть профита. Может быть, в какой-то определенный момент вы закроете позицию. Так, а пока на этом все. Я рекомендую вам полистать графики, посмотреть, пока вам не нужны никакие индикаторы, просто посмотрите на свечки, поищите бары, похожие на FED-бары, и обратите внимание, как после них дальше будет развиваться ситуация. То есть, если вы получили большой шортовый FED-бар, скорее всего, он даст продолжение. Не забудьте, что перед ним должен быть набор небольших нейтральных свечей. Дальше, возможно, вы получите продолжение, поставите стоп, обращайте внимание на риски, смотрите, как дальше развивается, когда вы получаете небольшие какие-то свечки, то есть они бывают стоят в узком диапазоне каком-то определенном, и в какой-то момент диапазон из проторговки актив выходит, и, возможно, это будет FED-бар. Может быть, это будет какой-то набор свечей. Начинайте обращать внимание. Различные ситуации, которые будут говорить нам о входе в трейд или выходе из трейда, мы будем разбирать в будущих уроках. Возможно, вам какие-то ситуации будут встречаться. А пока на этом все. Профитных трейдов, если кто-то торгует. Подписываемся, ставим лайки, обязательно оставляем комментарии. Я буду комментарии смотреть. Если я увижу какие-то интересные вопросы, буду на них обязательно отвечать в будущих уроках. А пока на этом все. Пока.